Друзья, всем привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале «Жизнь бухгалтера в Польше». В сегодняшнем ролике я расскажу вам о том, выгодно ли в Польше быть бездетным и как государство стимулирует рожать детей. Поехали! Налоговая льгота на детей, ее еще называют Ульга Пророчина или Ульга на Dziecko. Это самая распространенная помощь от государства, так как она касается всех налогоплательщиков Польши, у которых есть дети. Чтобы воспользоваться этой льготой, совсем не обязательно, чтобы дети физически находились в Польше. Они могут находиться со вторым родителем в другой стране. Также совсем не обязательно, чтобы родители находились в браке. Главное, что нужно, это выполнять свои родительские обязанности, участвовать в воспитании и финансово их обеспечивать. Всю необходимую информацию о льготе на детей вы можете найти в законе о налогах с дохода физических лиц в статье 27F. Но для того, чтобы вы не лезли в этот сложный закон, я постараюсь максимально простым языком рассказать вам об этой льготе. А вы, в свою очередь, постарайтесь отметить мой труд своим лайком. Напишите в комментарии, понравился вам этот ролик или не понравился. Если какие-то остались у вас вопросы, обязательно их задавайте, и я постараюсь на них ответить. И обязательно досмотрите это видео до конца, так как в нем я постаралась ответить уже на те вопросы, которые мне задавали подписчики по поводу льготы на детей, причем максимально с примерами. Итак, как же работает льгота на ребенка и почему ее еще называют возвратом налогов на ребенка? Все просто. Суть этой льготы заключается в том, что это не просто помощь от государства, типа 500+, например. На нее не выделяется отдельный бюджет, а выплачивается она исключительно из тех налогов, которые вы перечислили в течение года. И обслуживанием ее занимается ужин скарбовый или налоговая Польша. Именно поэтому вы никогда не получите льготы на детей больше, чем заплатили налогов. Часто клиенты меня спрашивают, почему я получил маленький возврат, если я должен был получить как минимум 4200 злотых на троих детей. А принцип возврата работает так. Сначала учитывается сумма уплаченного вами за год налога с доходов физических лиц. Если этой суммы не хватает, чтобы вернуть вам 4200 злотых, то к сумме налогов с доходов физических лиц прибавляется сумма заплаченных вами складок на убезпечение здравотне и убезпечение сполечне. Если суммарно налог с доходов физических лиц, двух складок, суммы хватает, чтобы вам вернуть 4200 злотых на троих детей, то все ок. Если же не хватает, то ваши три складки суммируются, и вам возвращается сумма этих трех складок. Часто эта ситуация бывает у людей, у которых много детей и маленькая зарплата. Либо когда они приехали в середине года и, проработав всего лишь несколько месяцев, заплатили мало налогов. Сейчас покажу эту ситуацию на примере. Представим, что у нас есть некий Иванов Виталий. И он работал на компанию и получил ПИТ-11. Заработал он в этом году 8500 злотых и заплатил налог с доходов физических лиц, вот заличка побрана, 145 злотых. Потом он заплатил налогов в 95-й строке, там на складке на убезпечение сполечне 1172 злотых. И заплатил в 122 строчке на складке на убезпечение здравотне 606,37. Итого в течение года он заплатил 1924 злотых 7 грошей. Представим, что у Иванова Виталия есть трое детей. И он хочет воспользоваться льготой на этих троих детей. На троих детей это будет примерно 4200 злотых. Но так как он заплатил за целый год всего 1924 злотых налогов, то, соответственно, он получит вместо 4200 злотых 1924 злотых. Вот.
Квота доходу в итоге 7395 получилось, и квота до злоту 1924 злотых. Когда же можно воспользоваться льготой на ребенка? Возврат на ребенка можно получить при условии, что он соответствует таким критериям. Первый критерий – это возраст. Льгота полагается, когда вашему ребенку до 18 лет или до 25 лет при условии, что он еще учится. Причем языковые курсы или полинациальная школа не подходят. Учреждение должно быть прописано в специальных правилах, регулирующих систему образования Польши. Еще будьте готовы к тому, что по запросу налоговой вам нужно будет подтвердить, что ваш ребенок, которому больше 18 лет, еще учится. Причем неважно, учится он в Польше или в другом государстве, возврат налогов все равно ему полагается. Без учета возраста возврат налогов на ребенка полагается, если он не трудоспособен и получает ренту социальную от государства. Второй критерий, по которому можно определить, полагается вам льгота на ребенка или нет, это сколько ваш ребенок зарабатывает в год. Чтобы вы могли воспользоваться льготой на ребенка, он должен зарабатывать в год в 2022 году не больше 16 061 злотого. Раньше было 3089 злотых. Причем стипендии и другие выплаты от государства не учитываются в этом доходе. И третий критерий, которому нужно соответствовать, чтобы воспользоваться льготой на ребенка, это тот критерий, что ваш ребенок не должен быть замужем или женат. Кто не может воспользоваться льготой на ребенка? Во-первых, тот, кто имеет свою фирму с налогообложением на рычалте, подает ПИТ-28, либо тот, кто налогооблагается на ленивце и подает ПИТ-36Л. Если же вы параллельно с ПИТ-28 или 36Л подаете еще ПИТ-37 или 36, то тогда вы можете воспользоваться льготой на ребенка, но в пределах уплаченных вами с этих ПИТов налогов. Кто еще не может воспользоваться льготой на ребенка? Это тот, кто получает доход за год больше 56 тысяч злотых или 112 тысяч для супругов или того, кто самостоятельно воспитывает детей. Главная особенность заключается в том, что лимит существует только в том случае, если вы воспитываете одного ребенка. Если 2 и более детей, то лимита не будет. Причем достаточно даже 1 дня в году, чтобы вы имели 2 ребенка. Например, если ваш второй ребенок родился 31 декабря. Так Польша подталкивает семьи иметь больше, чем 1 ребенка. Интересно, что для лимита в 112 тысяч вам обязательно надо быть в браке целый год. Причем вот эта галочка, которая существует в ЕПИТах, она нужна совсем не для того, чтобы обмануть программу, поставив ее, что вы были в браке целый год, а наоборот, для того, чтобы ее убрать, если вы не были в браке целый год. Например, только поженились в середине года или развелись. Налоговая за этой галочкой следит. И если видит, что ПИТ не совместный, а галочка стоит, то тогда она задерживает возврат налогов до выяснения обстоятельств. Такая ситуация была у нескольких моих клиентов, и им пришлось подавать корректу. Какие данные нужно внести в программу, чтобы применить льготу? Во-первых, это номер песеля ребенка. Поле не обязательное, вносите только если у ребенка есть песель. Во-вторых, это дата рождения ребенка. По нему программа определяет, за целый год ему выплачивать возврат налогов, либо за часть года. Такая ситуация может быть, если ребенок родился в середине года, либо если в каком-то месяце ему исполнилось 25 лет. В таком случае программа посчитает возврат налога только за определенные месяцы. Покажу вам сейчас это на примере. В этом поле вводите номер песеля, если он у него есть. Дальше вводите имя, фамилию, дата рождения. Сейчас покажу ситуацию, когда
ребенку больше 25 лет. Тут получается, когда вносите дату, программа сразу понимает, что ребенку больше 25 лет. И даже если вы поставите тут галочку, что он еще учится, он все равно здесь будет ругаться и писать, что лечение выносит 0 злотых. Льготу можно применять только если ребенку 25 лет и он учится. А если ситуация, что у вас ребенок инвалид, и вы получаете на него защиток полигнацийный или ренту социальную, то тогда льгота полагается при любом возрасте. Сейчас вам покажу ситуацию, когда ребенок родился в середине года. Так как мы за 2022 подаем ПИД, то вводим 2002 и смотрите, что произошло. Он родился в августе месяце, и тогда льгота будет положена только 463 злотых за август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Как показать детей в ПИД-37, если оба родителя работают в Польше? Часто у меня спрашивают, положен ли возврат налогов каждому из родителей, если они работают в Польше. Тут действует главное правило. Возврат налогов на детей положен только один раз на каждого ребенка. Если родители подают совместный ПИД-37, с этим все понятно. Просто записываем в залончик ПИД-0 всех детей и все. Если же родители решили подавать ПИДы свои отдельно, то они могут вписывать своих детей в разном порядке. Либо один родитель вносит всех детей в свой ПИД, либо делят их в произвольном порядке между ПИДами. Главное помнить, что на одного ребенка можно получить возврат от государства только один раз. Тут я вам покажу ситуацию, когда оба родителя подали совместный ПИД, и тогда внесли 3 детей, и вот тут внутри будет видно, что на одного родителя половину льготы программа применила, и на второго родителя вторую половину применила. Иногда бывают ситуации, например, когда родители не являются супругами, и они не могут подать совместный ПИД. Тогда они подают ПИД раздельно и могут в произвольном порядке внести своих детей в свой ПИД. Либо один всех 3, либо пополам детей поделить. Даже можно пропорционально каждого ребенка внести в свой ПИД. Например, вот если войти сюда, то тут будет видно, что тут можно поставить галочку и внести вручную эту сумму. Например, если вы индивидуально составляете ПИД, то вам программа тут внесет 1112. Но вы поставите галочку и сами себе половинку, а вторую половинку внесет в свой ПИД ваш, родитель второй. Галочки на целый год? Еще часто меня спрашивают по поводу этой галочки, которая здесь стоит. По льготе на ребенка на целый год ставить или только на количество месяцев, которые я работала в Польше. Вот эта галочка значит то, сколько месяцев в году у вас был ребенок. То есть, если вашему ребенку уже 2 года, то ребенок у вас был целый год. И даже если вы в Польшу приехали только в декабре, то все равно вы ставите здесь целый год. Если же ребенок родился только в 2022 году, например, то тогда автоматически программа сама вам поставит количество месяцев, сколько у вас был ребенок в прошлом году. Есть ли какой-то лимит на количество детей и сколько платят на каждого ребенка? Могу вас обрадовать. Лимита на количество детей нет, так как с помощью этой льготы власти стремятся повысить рождаемость в Польше. Поэтому чем больше детей, тем лучше. Причем за первого и второго ребенка дают по 1112 злотых, за третьего 2000 злотых и за четвертого и больше по 2700 злотых. Какие же документы вам будут нужны для того, чтобы применить льготу на детей?
Главный принцип – это подтвердить, что вы являетесь родителем ребенка или его законным опекуном. Причем при самой подаче ПИТ вам не нужно будет никуда прикладывать никакие документы. А налоговая в течение 5 лет может попросить предоставить вас свидетельство о рождении детей, которые переведены будут на польский язык присяжным переводчиком. Можно ли получить возврат на детей за прошлые года, если ты не знал, что на детей, проживающих за границей, можно их получать? Да, конечно. Причем для того, чтобы получить этот возврат, вам нужно будет всего лишь сделать корректу за прошлые года. В 2023 году вы можете получить возврат на детей, начиная с 2017 года и до 2022 года. Многие боятся этого делать, так как в странах бывшего СНГ не принято лишний раз светиться в налоговой, показывать, что ты что-то хочешь от нее получить, что ты мог ошибиться. Но в Польше это нормальная практика, и поэтому, если вы все сделаете грамотно, то никто вас в налоговую дергать не будет, а вы просто получите деньги за детей на карту. Как отправить корректу? Смотрите мое видео о том, как откорректировать ПИТ. Ссылочку я оставлю под видео. Есть ли какие-то плюшки для многодетных? Для многодетных семей польское правительство придумало одно интересное преимущество. Возврат налогов на детей они могут получить не в течение максимально 3 месяцев, как все остальные, а в течение 30 дней. Для этого им всего лишь нужно поставить галочку тут «Пощадам карты дуже роджини». Чтобы иметь эту карту дуже роджини, нужно быть родителем как минимум 3 детей до 18 лет или до 25 лет, если они учатся. Показывать ли помощь 500+, или бон туристичный плюс 500 в ПИТ-37? В ПИТ-37 мы не показываем помощь, которая была получена от государства и не облагается налогом доходов физических лиц. Также эта помощь не включается в лимит на одного ребенка. И это касается всей помощи от государства для беженцев из Украины, которые они получили в 2022 году. Что такое ПИТ-0, как он выглядит и нужно ли подавать его отдельно? Что такое ПИТ-0, я покажу на примере господина Иванова. Вот, мы по нему заполнили данные по 3 детям. И выглядят в итоге они вот так. В ПИТ-0 отображаются все данные по льготам, которые положены данному человеку. Если это дети, то там будут отображаться дети. Если это интернет, то там будет отображаться льгота по интернету. Вот здесь показано твои ульги и увлечения. И тут будет написано все льготы, которые будут видны в залончике ПИТ-0. Вначале будет отображаться ПИТ-37, и если вы его весь пролистаете, то дальше будет идти ПИТ-0. Здесь в ПИТ-0 вы видите данные податника, что это ПИТ-0 это как залончник или приложение к ПИТ-37. И видно, к какому ПИТ-37 это приложение. И здесь отображается вот, льготы на детей. Данные идентификационная детская. Сначала Иванов Иван, такой-то возраст, за сколько месяцев положена сумма. Потом Иванова Любовь, Александр, его дата рождения. И в конце... нет. В конце тут не показана общая сумма, а просто расписано по каждому ребенку льгота. Если тут будет на интернет льгота, то тоже будет здесь описана она. Поэтому отдельно подавать ПИТ-0 не нужно. Если вы все правильно заполните в программе ЕПИТы, то ПИТ-0 отобразится сам автоматически. И вы вместе с ПИТ-37 отправите его в налоговую. Фух, свои 3000 слов суточные я сегодня выговорила. Теперь ваша очередь. Если после просмотра этого ролика у вас все еще остались вопросы,
Обязательно задавайте, я отвечу. Если же этот ролик был вам полезен, не забывайте поставить лайк, поблагодарив меня за мой труд. Всем пока!